Всем привет! Новости европейского автопроизводства одна краше другой. То BMW тихо съехала с островов некогда Великой Империи, то вот теперь Volkswagen отправляется на поиски лучшей доли в новый свет. Да, вы не ослышались, немецкий автогигант готовится к переезду в США. Более того, этот процесс уже запущен. Концерн Volkswagen, наевшись реалий европейского бизнеса, решил отправиться в более спокойную гавань, где и государство способно предоставить дотации, и электричество доступно производителям. Строительство нового аккумуляторного завода в Восточной Европе приостановлено. Инвестиции будут вложены в аналогичную площадку в США. Главная причина – привилегии, высокотехнологичным и экологически дружественным производством. Решение было принято после того, как было посчитано, что компания может получить 10 миллиардов евро в виде льгот от США для зеленых технологий, которыми Америка переманивает европейские компании. Электромобили – высокодоходная сфера, являющаяся сегодня флагманом всей отрасли. Не секрет, что технологически электричка намного проще обычной машины с ДВС. Однако многочисленные по большей степени маркетинговые и политические процессы сделали ее желанной и по причине высокого спроса крайне дорогой. Иными словами, в каждом проданном электромобиле заложена значительная прибыль, и такой бизнес покидает Европу в первых рядах. Недавно были новости об исходе электрического завода BMW из Великобритании, открывшего эпоху большого переезда. Теперь Volkswagen. Безусловно, правительства стран Старого Света, которые десятилетиями создавали условия для автостроителей, воспримут такой маневр как предательство, но бизнес есть бизнес. Сегодня американцам нужны сложные и технологичные производства. Они готовы предоставлять деньги и льготы, а в Европе только инфляция и высокие налоги. Надо бежать. Тем более за океаном расцветает филиал САДа с куда большими обещаниями по дотациям. А как иначе сделать Америку снова великой? Не отстает и крупнейший рынок планеты – Китай. Скупив в Европе всех инженеров и дизайнеров, производители из Поднебесной скоро заберут и последние остатки былого величия – бренды, как это уже произошло с Volvo. Так что смена полярности, в рамках которой полный переход на электромобили был отложен на неопределенный срок, а выпуск грязных моторов на тяжелом топливе возобновлен, это вынужденная мера. Ибо рассуждать об экологии можно лишь при профиците бюджета и около нулевой инфляции. А таких условий в Старом Свете в ближайшие годы не предвидится. Скорее наоборот, бегство производителей лишь начало новой Великой депрессии. Жаль, что в Россию никто не бежит. По моему мнению, у нас нужно снизить цены на электроносители в 10 раз. И тогда все производства всего мира переедут в нашу страну. Даже забудут про США. А как считаете вы? Пишите в комментариях.